О, запись пошла. Ну что, сели? Всем привет! Это канал Слово Пацана, и, наверное, нам нужно поговорить с вами. В этом выпуске мы хотим разобрать ситуацию с многодетной семьей, про которую было очень много выпусков, и которая как-то у нас, довольно резко, странно, внезапно, даже для нас самих, вроде как завершилась. Мы разберем эту ситуацию, ответим на ваши какие-то мысли, мы читали в комментариях, и покажем вам некоторые моменты, которые оставались за кадром и которые мы вам до этого не показывали. Как вам объяснить? Такое ощущение, что вроде родила ребенка, вроде его нет, вроде он и есть, как будто я не знаю. А также в этом выпуске мы расскажем вам и продолжим историю про предыдущего героя Александра, человека, который живет без электричества, живет уже давно, 12 лет, в отчим доме, и покажем вам, что было сделано в этой истории. Давайте с нее и начнем, а сюда будем время от времени возвращаться и общаться на тему семьи. Погнали, перемещаемся вот отсюда, из этого солнечного такого места, где даже уже травка растет, туда, где холодно, и там, где снег. Приветствую. Меня Роман зовут. Мы по телефону общались. Да, меня Дима. Роман. Немножко это снимаем. Володька, это очень приятно. Леха и Володька. Класс. Да. Нас Дима и Рома. Да, можно Ромка и Димка, да? Вот, собственно говоря, дом, который нам нужно. Просто человек, кому мы сейчас подключаем электричество. Он там, во-первых, очень давно без него живет. Где-то? Да. Много лет. Много лет. Ну и признаться, мы ему еще не говорили, что у него сейчас будет меняться жизнь. Он ничего не знает пока что. Но он живет здесь как отшельник. Привет. Привет. Заходите. Это ребята, они занимаются электричеством. Мы сейчас постараемся сделать так, чтобы у вас в доме спустя сколько лет уже электричества нет? 9. Спустя 9 лет было Я электричество. понял. Мы все сделаем, вообще переживать не нужно за финансовые траты. Покажете, где что? Да. Пойдем. А чего показывать? Ну, Как в старых домах. Старый счетчик возьми. Он висит, видишь? Смотри, как у тебя. Это старый счетчик. сейчас разберемся. Ну, в общем, счетчик сейчас новый забахаем. Ага. А это проводка уже вот старая, конечно. Ну, понятно. Я думаю, Понятное дело, что все нужно новое. Значит, задача какая, да? Нам нужно будет сделать, чтобы вот эта люстра горела, соответственно, выключатель. Большой долг за электричество. У меня 8 тысяч. 8 тысяч всего, да? Долго свет. Ну, денег нету. Мне до пенсии дотянуть, а там я уже буду заниматься. Удивительно, да? Вот человек живет просто своей жизнью. А раньше жил в Москве, в квартире. На квартиру его обманули. Пришлось... А сколько таких? Много. Сколько таких? Дед Мороз у вас там стоит. Да. Ага. Ничего себе. Это последний, что осталось. Это группа. Там уже летал заяц, там барабан бил. Он аж радуется. Да. Давай, сейчас зайца вытащу, это важно. Ты видал, он барабан там Убери его. зависел, да? мусор, Давай, мусор. давай, стой, подожди сейчас. Это мусор. Дата изготовления 03-2006 год. Дёрни? Кверх. Кверху ее? Ну, да. Кверх, кверх. Да она вряд ли сработает, я думаю. Сработало. Это у меня Новый год сделал, молодец. Вообще, для чего мы вдруг сели вот так вот с вами поговорить на вот эту тему? Когда у нас был последний телефонный разговор с Мариной и с Мишей, когда дали ответ они по поводу работы, В Инстаграм, который мы выложили в Инстаграм, это пост в Инстаграме, который, я не знаю, там 6 тысяч комментариев. Чтобы вы понимали, под фотографией, где там вот мы сняли маску и показали лицо, там 7 тысяч комментариев, хотя той фотографии уже год практически. Ну, то есть это самая большая активность
и какой-то отклик от вас и обсуждение за вообще все время. То есть это говорит о том, что эта тема, она все-таки... трогает зрителей. Мы просто не могли так что оставить. много пока что осталось вопросов и чего-то незавершенного. И хочется вот этим вот разговором с вами немножечко, чуть-чуть это завершить и как-то уже все-таки вот точечку поставить. Во-первых, сказать, что мы на данный момент эту историю для себя завершили. Нам не хочется ее как-то растягивать, тянуть, непонятно, пока что, да, что-то делать. Важно сказать, что мы, как только вот познакомились с ними, что мы сразу, какие-то строили у себя в голове очень большие планы и надежды, да, на вот это вот. Но мы посмотрели, что семья находится, в плачевном состоянии, у них не было денег, да, но там у них есть не дети. было продуктов, там были дети, и вот эта девочка младшая, которая смотрела так из окна, помнишь, ты ее снимал на телефон? Да. Ну, короче говоря, нас очень даже тронуло не то слово. Мы прямо воодушевились, мы потом ехали обратно, обсуждали все это. Всё давай здорово, так да. сделаем, а давай сяк, а давай вообще. Мы хотели эту семью вытащить с самого дна и помочь им как-то встать на ноги, чтобы дальше у них уже у самих получалось дальше жить. И... что-то такое сделать, что еще раньше у нас, кстати говоря, не было на канале. То есть просто, по сути, изменить их жизнь кардинально, дав им вот такую возможность. У нас есть еще, так скажем, теперь желание постараться дать вам некую удочку, потому что все, что было сейчас, это, так скажем, рыба, да, то есть мы вам, подсобили, подтолкнули. Да, это рыба. А у нас есть некие идеи, мы тут быстро на скорую руку проехались по деревне, вокруг деревни. Короче, у нас есть работа. Угу. Для тебя работа, исключительно для тебя. Ты готов работать? Готов. Какая работа? Любая. Знаете, что очень сильно даже тронуло не то слово, а как-то, и вызвало какую-то, симпатию в их сторону. Понятно, дети, да, мы уже говорили про это много раз, но в общении с этой семьей, а важно, что вначале они про нас ничего не знали, кто мы такие, мы не говорили им кто, выпуски не выходили, потому что мы встретили их чуть раньше и пока что не выкладывали еще выпуски. То есть был период, когда просто два чувака появились в их жизни и вдруг начали что-то для них делать. Да, с камерами, да, это странно, но вот так вот. Больше всего нам было как-то важно, что были какие-то моменты, на которые мы им указывали в их жизни, которые нам казались, так себе. Давайте честно, мы пришли у них дома, прям срач. мы беспорядок. говорим, что у вас такой срач? Да, мы им говорим, что у вас? Это было даже не в камеру. И раз мы приезжаем к ним буквально на следующий день, а у них все прибрано. Потом еще какие-то моменты у них сделано, даже перестановку на кухню они сделали, линолеум постелили. То есть мы всегда в начале особенно видели, это быстро забывается, но мы это помним, что с их стороны были действия, которые давали нам надежду на то, что да, действительно, вот сейчас еще чуть-чуть, еще пару толчков, и дальше можно уже где-то, давать им возможность, они сами будут за нее браться, и вот жизнь будет Причем налаживаться. Было такое, что не просто а почему у вас срач или еще что-то. Мы пытались пояснить, что это у вас дети там. Очень хочется, чтобы мы могли помочь вам самим дальше изменить свою жизнь. А это начинается с порядка. Это то, что люди пишут в комментариях, в принципе, они правы. Порядок — это то, что вы, хорошо, если вы передадите это детям. Мы с ними разговаривали, Да, то есть мы будто разговаривали, они как наши дети. Да, как будто это наши дети. То есть получалось так, что мы не говорили ему сделайте вот это, а мы пытались пояснить и сказать им, почему это плохо. Почему так можно, а так лучше не делать. За кадром была такая, было нормальное общение с ними, и, какой-то элемент наставничества, может быть, он был. И будку мы сказали, что у вас собаки тут? Я подошел к Марине и говорю, Марин, слушайте, вы говорите то, что вы так любите животных, да? И она действительно любит, это видно. Я такой человек. Мужик говорит, мне надо собаку вывести, выкинуть. А зачем его выкидывать? А мне охранник нужен был. Взяла эту собаку. Мы им сказали, что у вас собаки будки нет. Тогда уже и комментарии были, делать будто. И мы как приезжаем, у них из кирпича какая-то несуразная, странная конструкция стоит. Это, будка. Да, то есть там кирпичи такие щели. А потом ты рассказываешь, ты им сказал, что это не будка. В общем, Короче говоря, они сделали потом уже нормальную будку. О,
У собаки появилась будка, кстати. Да. Это ты сделал? Да. Сначала ты сделал вот ту вот будку, да? А теперь вот эту. Да. И туда уже сено положил, я вижу, там уже потеплее. Чувствовалось, что что-то люди делают не просто так, а они как будто нас понимали. Потом у нас же была такая, проверка, так скажем. Мы действительно за неимением работы там в деревне мы решили придумать работу сами. Покумекали, вот с Димой обсуждали, придумывали. За что можно им заплатить, чтобы не просто дать денег, это глупо, это не хочется так делать. Мы нашли эту работу, и Миша там себя круто проявил. Миша там не один убирался, ему и Марина помогала там ходить, это мы просто не показывали. Они, кстати, вот как раз там вдвоем и работали, да, то есть в большинстве своем Миша там все делал, но Марина ему тоже помогала. Они сделали большой объем работы. Мне понравилось то, что Марина, когда мы приходили, мы говорим: Марина, а вы тоже собирали мусор? Она говорит: да, как же я могу без... мы уже все знаем то, что они никуда друг от друга не могут деться почему-то. Ну да. И она говорит: как же я так? Мне тоже надо работать. То есть чувство такое, что они нам часто же говорили: мы хотим работу, мы будем работать, нам нужна работа, мы хотим зарабатывать то есть деньги. мы дали, после этого мы дали проверку им, да, они ее прошли, а потом вдруг все резко изменилось, да. И вот это на самом деле вызывает, вопросы. Кто-то напишет и писал: а я с первого раза, и так все было понятно. А для нас как-то не было понятно, потому что мы надеялись. Были сомнения, но сомнения были и всегда надежды. были, и были и надежды, да. Я думаю, что, наверное, такой очень важный момент стоит сказать, что когда мы только с ними, познакомились, у нас первая, вторая была встреча, когда мы им рассказали, кто мы такие. Слабо. С моим А вам зрением слабо, минус да? миллион на Не, здесь специально плохо видно. Здесь написано слово пацана. Мы сказали им очень важную вещь. Давайте с вами договоримся. В школе вот так вышло, мы с вами встретились, познакомились. Вы должны быть с нами честными. Если у вас есть какие-то скелеты в шкафу, вы про них нам скажите, чтобы мы от вас их узнали. Если вдруг какие-то моменты случились негативные, вы нам про них скажите. Понятно. Обязательно, чтобы мы от вас узнали, а не от кого-то еще. И очень обидно, что, к сожалению, честными с нами не были. И мы не знаем, где. Не до конца. А мы не знаем, в каких моментах, в том-то и дело. Даже в мелочах мы несколько раз ловили такой глупый, помнишь тогда? Такой, обманен, когда на работу пошли, не пошли, а мы ходили. Снова ходили. Уже с супругой вместе. Угу. Не взяли пока ведь. А что сказали? Пока ничего не нужно. Это туда, куда мы Ездили. Да. Ага. Ты же сказал, когда мы заходили, что Мы ездили. Мы ездили первый раз, когда нам сказали медкомиссию пройти. это было давно. Да. А сейчас на этих праздниках вы ездили? Вот после Нового года? После Нового года Поехали. Но нам Ты же нам сказал при входе сюда, чтобы вы ездили. Нового года. Но не... Когда до Нового года? С нами вместе. Чего вы там, что вы придумываете, ладно? Ты нам не обманывай. Понял меня? Ты вообще нормальный? Что ты обманываешь? Кому ты лепишь? Мы по итогу этого разговора, может быть, даже надеемся, что, как-то, не знаю, может быть, я не знаю. В общем, как есть. Что это такое? Я все время сижу и думаю, что это такое колючее дерево сзади тебя. Видишь, сколько колючек? У нас таких не растят. Дерево колючее. Да, мы сейчас просто вообще в другом регионе. У нас там... Находимся еще в одном. Мы вчера еще были там, где сугробы по колено. Да, сегодня уже солнышко светит, травка растет. Вот такая неожиданная смена обстановки. А все для того, чтобы привести себя в порядок и рассказать вам об американских бритвенных станках Top Tech. Одной сменной кассеты хватает на месяц ежедневного бритья. Очень удобно, что кассеты совместимы с бритвами жилет, а стоят при этом в 2 раза дешевле. Могу сказать, что бритье с этими лезвиями очень быстрое и эффективное. Мне понравилось, что достаточно одного движения бритвенного станка, да и выглядеть стал лучше. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как мне больше идет. Вот так вот гладко выбритым или с небольшой щетиной, как обычно. А ссылка на бритвы Top Tech находится в описании.
Подъезжают местные электросети, и сейчас будет происходить момент подключения электричества уже непосредственно в дом. Только что ребята обесточили здесь всю линию, чтобы можно было работать. И все. С этого момента вот начинается новый этап в жизни Александра. Смотрите, какая машина к нам едет. Привет. Как вас много. Блин, знаете, прикольно. Столько народу сейчас приехало, буквально еще недавно. Ну, тут жил здесь Саша, и все. Сейчас тут движуха, вон тут огромнейшая бригада. Все решают, как, чего и что. Ага. Вот эти кусты спереди маленькие. Да, конечно. А там одушки. Давай. Спасибо за то, что смотрите. Андрей, что ты, пожалуйста? Солнышко оттуда, наверное, лучше здесь так. О, на фоне машины. Отлично. Что тут, завертелось, закрутилось. Ставит уже счетчик. Сейчас будут подключать скоро его. Дим, что происходит? Много людей что-то делают. Кто может сказать? Можешь ты сказать нам? Ну, пожалуйста. Ну, только что селфи сделали. Просто скажи, что происходит? Монтируют прибор учета на опоре. Так, то есть сейчас ставят счетчик. Да. Счетчика и вот делать в дом будет. Угу. Сейчас на телефон звоните. Хорошая отмазка. Знаете, вы мне подарок на день Через сколько дней? рождения. В четверг на следующей неделе. Ну, считай, что на день рождения подарок вы мне сделаете. Ну, Очень есть. большой подарок. А мы можем рассказать подробности некоторые? Вот мы же знаем немножко больше. Ну, мы можем просто рассказать то, что мы, может быть, как-то в дальнейшем хотели рассказать. Ну, это, наверное, вот факт из жизни Марины в такой, из самой молодости, что она же все детство, практически все там, ну, практически с рождения, провела в детском доме. И когда она, молодая девчонка, оттуда вышла, у нее вообще никого, какая-то тетка только есть, и все. Ну, в общем, короче говоря, она вот вышла в жизнь, да, и сразу же жизнь ее завертелась, просто закрутилась, все. И вы пошли работать на кирпичный завод. Да, А что вы там делали? мы там сырые кирпичи отправляли в печку. Мне приходилось брать по 4 кирпича. По 4, по 8 ложишь, быстренько успеваешь, и все. Вот в 18 или в 19 лет она уже, оказывается, была замужем. У нее был первый брак. Да, я же вышла замуж Во сколько? в 19 лет. Вы мужа сколько до этого знали? Ну, от силы максимум, может, недельку. А почему согласились? Возможно, я тогда не понимала, что вообще происходит, поверьте. И более того, у нее есть еще один сын. 20 родила сына первого. И дело в том, что ребенку не было еще 2 лет, он уже сделал развод. В итоге ребенок-то где В оказался? итоге сейчас ребенок с отцом. Не давали мне с ним общаться. А как вы пытались? Пыталась и приезжала туда, и квартиру там снимала, чтобы только хотя бы посмотреть. И к соседке приходила, к подружке. Она мне говорит, вон твой сын в огороде. Я говорю, вижу, вот бы мне его, говорю, взять бы хотя бы на руки. Она говорит, нельзя. Мы до конца сами не поняли, но получилось так, что У нее есть ребенок, с которым ей категорически не дают общаться, хотя она очень хочет. я последний раз она его видела что-то... Ну, очень давно. Очень Она пыталась его найти в социальных сетях. И тут получается, что сын уже повзрослел, я пишу лично ему. Отправляю ему документы. Они у меня вот даже здесь до сих пор. Потому что я не лишена прав. Отправляю ему, сынок, так и так. Вот так вот получилось. Ничего плохого не хочу говорить. И он мне пишет, тетя, вы кто такая? Все. Вот в Одноклассниках я его находила. Это вы думаете, он сам сделал? Или- Нет, конечно, ему не дают общаться со мной. Сейчас вашему сыну сколько? Уже 18, он старше Ксюшки на год. А, Ксюш, ты знаешь тоже эту ситуацию получается, да? А как зовут этого мальчика?
мама как с ним пыталась вот общаться? Она пыталась ему писать, она приезжала туда, просто не разрешала ему видеться. Я ему написала, что привет, я твоя сестра. Он спросил, какая сестра, у меня мать умерла, и заблокировал меня. Как вам объяснить? Такое ощущение, что вроде родила ребенка. Вроде его нет, вроде он и есть. Как будто какой-то, я не знаю. То есть, когда у тебя такие события происходят, ты же волей-неволей, ну, немножко по-другому на мир начинаешь смотреть. А тебе не кажется, что мы сейчас, ну вот это так выглядит все, как будто мы, так я не знаю, типа стараемся их как-то оправдать? Да нет, хочется просто понять, почему так. Даже не оправдать, а понять самим. Мы никогда не осуждаем и не показываем в плохом свете героев, про которых мы снимаем видео. И в этом случае мы не хотели этого делать, и даже сейчас не планируем. И не хотим мы этого делать. Не знаю, мы хоть и говорим все это, и вы там пишете в комментариях, что вы там вот, это же и так все понятно, а мы все равно как-то не то что верим, а какие-то даже у нас до сих пор есть зачатки каких-то надежд, что может быть, а может быть все-таки получится когда-нибудь, что-нибудь, может у них все-таки получится. Это связано, скорее всего, с детством, с какими-то психологическими травмами, да? Ну, допустим, маленький Миша, да, маленькая Марина, и у них родители показывают, ну, не совсем правильный пример. То есть маленький ребенок впитывает Марина вообще это все. Родителей с 5 лет не был, да? Она из Да, детского то есть дома. ребенок весь окружающий мир впитывает как губка. И, возможно, им кажется, что ну, не было другого воспитания, не было другого восприятия мира. Им казалось, что вот она, такая вот жизнь, и это нормально. Мы уже говорили, ну, в камеру говорили, и вообще между собой как-то это обсуждали. И сейчас вот мы хотим сказать, что мы-то желаем, чтобы у них действительно все было хорошо. Это искренне совершенно. То есть это хоть и есть непонимание, но нету какого-то негатива. Ты знаешь, это вот такой пример, ладно, сейчас скажу. К нам тут Серега недавно должен был приехать и вместе с нами поехать на съемку. Но Серега, как всегда, что-то там не приехал и не смог. И, ну, планы наши порушил, но на него как-то не обижаешься, потому что это Серега, он такой, я не знаю, он всегда может на самолет опоздать, не приехать. Ну, как-то у нас забыть, что есть самолет. Забыть, да, что вообще есть мы. Ну, человек он такой. Да, так и здесь, просто. Ну, типа, они такие тоже люди, и вот, ну, и вот так вот. Поэтому я не знаю, будут ли они это смотреть или нет. Если сейчас они это видят, то, может быть, прям к ним я обращусь и скажу, что мы действительно ну, очень хотим, чтобы у вас в жизни получилось, чтобы ваша жизнь стала несколько другой, лучше, интереснее, красочнее и, ну, конечно, с достатком. Чтобы ваши дети в дальнейшем гордились вами. Пусть наше знакомство в итоге для вас будет положительным, классным моментом в жизни. Чтобы вы про нас могли вспомнить с теплом, а мы про вас. И, ну, как бы, вот это вот самая большая надежда и пожелание, чтобы, ну, как-то получилось у вас и с хозяйством, да? Вот, хотели да, же хозяйство. Вы же хотите хозяйство. Я очень надеюсь, что у вас все получится. Да, мы думали с хозяйством как-то... Ну, короче, планы у нас были. И этапы какие-то разные были. И мы как раз и хотели, чтобы Миша работал, а Марина не работала. Потому что мы думали, что, может быть, Миша будет приносить какой-то доход в семью, а Марина будет сидеть за бытом и вести некое хозяйство, с которым мы бы тоже могли помочь дать рыбу, а потом уже удочка, она бы сама воспользовалась. Вода, щиты, штрафы, ой, шкафы, шкафы, счетчики воды, газа, электроэнергии. Пришли в магазин покупать электрику. Так, у нас розеточки есть. Есть, да? Отлично. А вот, типа, вот этого нам не подойдет, вот такую? Ну вот я про них и думал, на самом деле. И с кружкой вам можем помочь тоже выбрать. Ну, спасибо! Ребята.
Так, а что 950, 900 еще лампы на стороне хате. Лампочки. Да, и Нужные лампочки. Да, как- Да, я бы хотел. Вот эту? Валерия? Бабушка кружку хочет купить. А какой? Вот Валерия, она же выбрала уже, Валерия выбрала. Да. Все, давайте мы быстрее. Все. Кто? Там знакомые хорошие. Давайте быстренько. Удивим ее. 150. Недорого все. Как оно было? А? Вот это еще. А это что такое? 500 рублей. А что это такое? Набор кружек. Давайте тоже сразу, что мне сказали. Давайте, не шучу вообще. Оп, и все. Кружка и набор оплачен для бабушки. Класс. А мы покупаем лампы. Дорогой ковер? Ты что, присмотрел, что ли? Да, мы думаем такое же, да. Да. 300 рублей. Да, 300. Так, давайте. А вам как нужно? В пакет его или так в руку? Или просто Бери. завяжем веревочку. Положи пока. Да берите в руку. Ложи в руку. Зачем? Ставь. Так, ладно. Вы не понимаете. Ну, прикольно. Помощник, что ли? Да. Чего? По карточке. За все уже заплатили. Я чуть не пойму. Добрые феи, да? Я чуть не С праздником вас, с наступающим. Нет, я так не могу. И с прошедшим. 2170. Нет, я чуть так не могу. Нет, это самое. Как это? Ну вы знаете? Слушай, я чуть не... Нет. Да, конечно, мы же с вами знакомы. Так, Вы что? знаешь что, сколько с меня, Оксан? 2170, давайте я приложу. Не надо прикладывать. Сколько с меня? Я уже приложил. Это их покупка. Это уже моя покупка. Все, до свидания, всего хорошего. Погнали. Так, это что такое? Аккуратней, смотри. Вот когда мы нашли вот такую вот работу, где Миша паять, там что-то делать, телефоны, видно, как у него загорелись глаза, как... Ты в тот момент как думал, он пойдет на эту работу работать? Да, я был уверен. Да? Да. Я знаю, что ты как бы сомневался, и Вова сомневался. Вова вообще сказал, нет, не пойдет. Да. А мы когда, ехали обратно, я что-то был уверен, что да, все-таки получится. И они вот говорят, а как мы на эту работу бы ездили, на деньги бы, часть заработной платы уходила бы на дорогу, и это плохой вариант. Да мы бы могли бы компенсировать эту дорогу. Мы не хотели создать какие-то сложные условия, на которых ты не сможешь работать, и это будет... Мы бы сделали все для того, чтобы эта возможность была не пустая. Но я к тому, что они бы не за 5000 рублей работали в месяц, уж точно. Эта работа бы приносила бы им доход. И мы бы не позволили бы сделать так, чтобы работа, которую мы им нашли, приносила там какие-то, вообще копейки. Вот я к чему. Может быть, через там какое-то количество времени, через энное количество месяцев, тем более, что мы бываем в тех краях, мы заедем к ним и посмотрим, как у них сложилась жизнь. Может быть, они найдут работу, что-то сделают, может, у них какое-то хозяйство появится, и все будет хорошо. Потому что, откровенно сказать, нам, как и вам, и любопытно, и, честно говоря, не безразлично. Мы столько туда ездили, мы столько каких-то надежд имели, столько обсуждали эту историю, эту ситуацию. Мне кажется, не меньше, чем зрители. Мы просто вот эти вот поездки за рулем в машине, какие-то многочасовые. Да, а почему они это? А почему они то? Да, у нас все время проходили, очень часто бывают какие-то истории, которые мы снимаем, но мы едем обратно, и в меньшей степени обсуждаем, или вообще на какую-то отстраненную тему общаемся. А здесь мы прям, то есть нас это трогало. И трогает, кстати говоря, до сих пор. Да. Очень много комментариев под постом в Инстаграме особенно. Таких прям осуждающих в их сторону. А у меня осуждений нету в их сторону. Мы просто многие моменты тоже не понимаем со своей Непонимание точки есть зрения. однозначно. Но осуждение это немножко другое. Да, то есть мы не жалеем вообще. Мы рады, что очень много было сделано для детишек. То есть это однозначно, точно вообще. Пусть это какие-то ремонты, и это действительно немало. И пускай.
Я не думаю, что от этого кто-то потерял. Ну, вот здорово. У детей есть 2 комнаты хорошие, в которых они живут и спят комфортно, и пускай это же круто. Да, что-то как-то не получилось у нас дальше, и жалко, что не получилось. Ну и, в общем, обиды нет вообще никакой. Мы приехали сюда опять. И, конечно, погода – это уникальное явление. Только что было все ясно, даже местами солнечно, вдруг резко повалил снег. И сейчас там в доме, я так понимаю, завершается работа по электроэнергии, по укладке всего. И вот-вот у Александра должен появиться свет. Вот это вот люстра, которую я держу в руках, это вот туда вот, на кухню. Да. А вот это вот сюда. Ну, вообще, крутизна. Я раньше ждал плохого, а сейчас жду хорошего. Это серьезно. 12 лет все-таки. Сколько без света? 12. 12 лет. В 9 году отключили. Ну, долг был, да, у вас? Угу. Мы знаем. Долга, кстати, уже нет. Списали. Ну, мы все, да, Я понял. сделали. Да? Удивительно. На улице еще пока что день, хоть и ближе к своему завершению световой, а здесь прям как будто мы где-то в полуподвале. Готовы к свету? Да, У нас здесь что получается? У нас все подключено в этой комнате. Да будет свет. Сейчас будет первое, да Сказал будет свет. майор. Да? Первое включение. Попробуем? Давай. Пробуем. Так, ну что, я включаю, да? Да будет, о, нормально. Будет свет. Но вам привычно со светом? Я уже отвык от него. Наоборот. У вас свет сейчас включился впервые за 12 лет. Да. Я могу восхищение только мне по поводу света. Насчет оплаты вперед вам думать не нужно. Насчет того, как платить. Мы сейчас Я понял. положим вам на лицевой счет сумму на сразу несколько лет. Я понял. Чтобы у вас больше проблемы такой не было. Вы можете понял. вообще как бы не париться, не думать, Да. пользоваться электричеством. Но у нас есть для вас еще мини-подарочек. Это я уже вообще... Вы что, хотите меня до инфаркта довести? Александр, вы в прошлый раз говорили по поводу лопаты? Это вообще... это самое. Снег убрать, то, что нужно, по-моему. Да, очень... И прежде чем мы уедем, а мы уже спешим домой, Я знаю. вы вроде как любите детективы. Теперь у вас есть свет, и пусть будет что читать. Да, вот это очень хороший это, да. А, да, вот это я не читал. Ну вот, почитайте. Я читал, это интересно. Я вам очень благодарен. Вообще. Пусть у вас в жизни все наладится. У вас соседи оказались хорошие очень, вам с ним повезло. Удивительно, но ваша судьба им не безразлична. Мы вообще всегда стараемся в историях ставить точку и завершать их. И если история, ну, как бы завершается, то стараемся к ней дальше не возвращаться. И очень давно у нас не было выпусков про Сашу, который ничего не видит и раньше еще ничего не слышал. Теперь он слышит. А не было выпусков, потому что, ну, приехать просто «Привет, как дела?» не хотелось, и как-то мы про это не снимаем. Но ближайший выпуск у нас как раз про Сашу. И все дело в том, что в его жизни, вероятно, может начаться некий такой новый этап и новая глава. Прикиньте. Поэтому в следующий понедельник будет ролик про Сашу. Вот такой вот. И, кстати говоря, у меня в Инстаграме есть крутая вообще тема. Саша мне сам смог позвонить. И мы с ним поговорили. Если кому-то любопытно, то переходите. Ну, такая эмоциональная классная штука, обязательно посмотрите. А мы вообще вот в понедельник с новым роликом про Сашу к вам возвращаемся. Все, на этом мы завершим сейчас выпуск, а в понедельник новая история.
Но есть два варианта. Либо камера сама сейчас сядет, вдруг вот просто вот сейчас в какой-то момент, либо я ее подойду выключу. Либо ты можешь выключить. Так, ты подержи. Давай. Выключу. Что, работает? 1%. Да ладно. Реально. Ну вот. Дернешь? Потолще, честно говоря. Хлопушка. Только За надо это. кверху. Кверху я? Ну, да. Кверх. Давай. Да она вряд ли сработает, я думаю.